второй серии мы пришли на Волхов, чтобы переждать непогоду и переночевать. Вначале мы хотели зайти в комнату, где все обычно останавливаются, но там нас ждал неприятный сюрприз, поэтому мы расстелили в большом зале на деревянном полу. Кстати, среди ночи мы проснулись от шума. Нет, не от грозы, хотя она тоже была, а от группы пьяных и очень шумных сталкеров, которые шли в сопровождении громко играющего Рамштайна. Что интересно, они даже не заглянули в большой зал, где были мы, а пошли спать в трансформаторную будку. Мы тоже не стали привлекать их внимание среди ночи. ЗРК Волхов не только интересная локация, которая присутствует в том числе и в игре «Сталкер. Зов Припяти», но и перевалочная база для сталкеров. Если, вот допустим, как у нас вчера ситуация была, что мы по прогнозу понимаем, что ночью будет ливень, а идти нам очень далеко, можно, если вы где-то недалеко от Волхова, зайти, остановиться, переночевать под крышей. И что очень важно, на Волхове есть вода. Причем не просто вода, а чистая питьевая вода с колодца. Это не вода с речки, эту воду можно даже не фильтровать, а сразу пить. Порой на Волхове можно встретить и другие группы сталкеров, которые тоже укрываются от непогоды или просто идут на выход из зоны и решили переночевать где-то, где есть крыша над головой. Доброе утро, кого не видел. Приятного аппетита. Здорово. Так, по-моему, почти всех видел. А мы только пришли. Вы в трансформаторной будке спали? Мы еще не спали. Не, мы еще не спали. Я понял. Мы только пришли. Недавно. Наблюдаем все это. Ого, ага. Да. Сталкер чуть непривередливый. Может спать где угодно, да? А лишь бы было интересно. Вы на третьей очереди были? Нет, мы только забросили. А, подожди, здесь две группы? Да, он. А, Серега. есть группа, которая просто на выход идет, а вы только Мы забросились. только забросили. Я Да, понял. мы с ними договорились встретиться. Ясно. Ми як цей раз попали, то одна рота в Бундесі всі ходили. Да. Грибочки вообще зачерненькие. Кидай сердечки, конечно, мне. Хороший молотый кофе с утра в зоне. Это прекрасно. Просто прекрасно. Еще один плюс ЗРК Волхов в том, что сюда нельзя или практически нельзя заехать машиной. Оно все заросшее со всех сторон, везде поваленные деревья, и это дает дополнительную безопасность для сталкеров. Конечно, никто не гарантирует того, что полиция сюда не дойдет или не придет, но тем не менее вероятность встретить полицию или погранцов здесь в разы ниже, чем, например, в той же квартире в Припяти. Кстати, в прошлый раз, когда мы здесь были, казарму мне не удалось нормально снять и показать. Пойдемте, покажу. Эта казарма — это единственное практически место на Волхове, кроме там, где ребята, я показывал, спали, где есть нормальная крыша над головой. А вот здесь, помните, мы полгода назад останавливались, к сожалению, сталкеры есть как нормальные, так и не очень. Вот кто-то спалил кровать,
таким образом в этом помещении стоит сильный запах гари, и спать здесь, не знаю, но в ближайшее время точно не получится. То есть кто-то сознательно просто взял и испортил хорошее сталкерское помещение, где можно было переночевать, отдохнуть. Одна из двух достопримечательностей Волхова после Капонира, который мы скоро посмотрим, это вот этот зал и картина, которая находится прямо посередине. Она нереально круто сохранилась. Опять же, я ее показывал в прошлом походе, но это было в ужасном качестве на GoPro, а сейчас у вас есть возможность рассмотреть ее как следует. Сохран практически идеальный. Особенно она выглядит круто на фоне самого здания, которое всячески разрушено под влиянием времени. Пойдемте дальше посмотрим казарму. Есть несколько интересных помещений. Сейчас покажу. В основном просто пустые. Но есть несколько таких антуражных. Вот смотрите, как прикольно бетонный пол мхом зарос. Не воняло. Решили вынести эту сгоревшую часть кровати, чтобы со временем комната проветрилась. Здесь можно было снова спать. Так надо чуть наклонять, но чтобы не посыпалось. ДСП ж проверила. Нет, вот даже правильно. Куда? Да хоть же придет. Дальнюю комнату сам. Давай большой закроем, маленькую. Да, решили открыть окно, чтобы сквознячок шел, чтобы помещение потихонечку проветривалось. Будем надеяться, что со временем этот запах гари отсюда уйдет.
Интересно, а что здесь делает знак рейха с метро? Это же метровский рейх. Надо это сфоткать и в группу рейха запустить. Это сфоткаю сейчас. На этом наше пребывание на Волхове подходит к концу. Нам предстоит долгий и относительно сложный маршрут до нашей хаты, недалеко от Припяти. А дальше, если все будет хорошо, пойдем в Припять. На третий день похода зона подарила нам потрясающую каноничную атмосферную погоду, пасмурность и сильный ветер. Иногда по пути встречаются вот такие интересные аномалии. А ну, дозик поднеси к нему. Видишь, он еще и погорел частично. Да, немножко фонит. 1,72 микрозиверта. Ладно, знаешь где? Дай. Давай к каткам, да? Фонит немножко. Комат. А, тут даже меньше. Угу. Стой, стой, стой. Ага. Есть, да. Я говорю, что он в лесу делает? И он сюда как-то доехал, и его здесь еще и разобрали. Да, Бобрик? Походу, да. Я говорю, что он тут делает? Валяется? Валяется. Его тут, получается, по месту и разбирали. Ну да. Так смотри, автоген тащили, резали. Думаешь, это уже как металлоломщики или, Да. или уже сами ликвидаторы их? Не, я думаю, металлоломщик. То есть, когда ликвидаторы его кинули, он просто стоял целый. Наверное. Не всегда сталкерские маршруты легкие и приятные. Нам сейчас предстоит пройти несколько километров по лесу, который весь зарос вакацией. Небольшой результат вы уже, я думаю, видите у меня на щеке. Видно? 7,8 в лесу. Попали в небольшое пятнышко. 780 микрозивертов, да? Сейчас будем отсюда Микрорентген. валить побыстрее. Что такое тоже бывает. Вот так выглядит место, где когда-то было село. Множество домов, которые после аварии ликвидаторы сравняли с землей. А там вдалеке виднеется остаток чего-то забора из проволоки. Это был столб. Вот так, ни следа. Теперь это просто лес. Птицы
Колеса не садятся на эти провода? Садятся. И нормально, да? Я просто пару раз видел, и она слетала. Уже жарено. Че, дельфин уже слетал стоит. На нашей дороге возникла непролазная просто заросль, поэтому нам сейчас придется проходить через вот это болото, в котором куча клещей. И поэтому, несмотря на жару, приходится одевать верх, обработанный перметрином. Мы сейчас просто сдохнем. И от жары, и от пота, и от ебеней. Целый день пути, мы наконец-то дошли до нашего дома. Благодаря тому, что на Волхове мы набрали достаточно воды, сейчас вечером, уставшие, мы не будем идти на реку набирать воду, а просто будем готовить гречку с тушеночкой, разливать коньячок и отдыхать, а завтра с утречка продолжим путь в Припять. Другая наша группа в начале месяца уже была на хате из последнего визита нашего полгода назад. Здесь есть небольшие изменения. Сейчас покажу сдалека. Вот, навели немножко порядочек. Так что теперь не просто сталкерская хата, а такое полноценное убежище. Можно хорошенечко посидеть, ну, то есть забухать, вы поняли. С такими темпами наполнения схрона мы скоро сможем ходить вообще практически без еды. Блять. Держи. Ми ж з ним 5-літровку то взяли. Угу. Я взяв 3 з копійками, він 2 собі оставив. Пригодиться. Ну, кстати, може не перебор. Наливай. Есть еще варик. На який? Завтра еще весь день бухаем. Все, что есть в Припяти. А потом за день выходим. Вот мое спальное место. Тут, на удивление, есть сохранился диванчик. На нем пончо, ну, для того, чтобы на пыльном диване не лежать. Каремат, самонадувайка, спальник и надувная подушка. Друзья, кто смотрел первый поход, должен помнить, что в тот раз мышь, которая жила в нашем доме, побрезговала макаронами с мясом и решила погрызть 2 надувных коврика, силиконовую миску Гагарина и овсянку Куба. За месяц до этого похода бобер случайно наступил на нее, и ребята решили достойно попрощаться с нашим другом. Просьба воспринимать это исключительно как юмор. Други мои, сегодня мы собрались на процесс отпускания души усопшего в иной мир нашей мыши. Начнем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, во имя овса, сыра и свиного уха. Аминь, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, прими душу раба своего мыши, искусавшей, и отпусти грехи за то, что прогрызла миску Гагарина, за то, что прогрызла каремат Килота, за съеденную овсянку Куба. Господи, отпусти грехи, отпусти. Господи, помилуй, прими душу раба своего. Окурим это.
Господи, помилуй, такс. Прихожане, снимите шапку на похоронах. Такс. Все, можете поцеловать покойника. Бросить горсть земли. Начинаем. Погребение. Первая горсть земли, крест. Придайте земле мышь, следующий. Следующий пройдите, горсть земли положите. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Следующий, блядь. Господи, помилуй, раба твою мышь. Сережа, давай. Положи горсть земли. Все. Теперь закапываем могилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Тут покоится раб твой, мышь сталкерская. Прими эту конфету на похороны. И кофе с коньячком. Оп. Господи, помилуй. Какие планы на поход не строй, а зона все равно внесет свои коррективы. Одна из великих цитат Бобра. Мы планировали встать в 5 утра, быстренько позавтракать и рано утром, пока не начались экскурсии, пока в Припяти не так много полиции, погулять. Но проснувшись в 5 утра, мы поняли, что никуда мы не пойдем, легли дальше спать, поэтому прогулка по Припяти переносится на вторую половину дня. А сейчас мы спокойненько идем за водой, постираем носочки и будем ждать. Даже спустя 35 лет мародеры и металлисты продолжают вывозить металл с Чернобыля. Вот мы гуляли, наткнулись несколько вот таких кучек, повыносили батареи, подготовили их к тому, чтобы вывести. И что самое интересное, буквально 2 недели назад, когда наша другая группа здесь проходила, их здесь еще не было. То есть это прямо сейчас. Лежат батареи вдоль дороги, то есть вот прям дорога в 2 метрах, то есть походу они просто вот так вот мародерят домики, там с того слаживают здесь кучками, потом едет какой-то транспорт, все закидывается и увозится. И, кстати, не факт, что это на металлолом, потому что такие старые батареи еще имеют место быть. Многие их любят, считают, что у них там теплоотдача хорошая, все. То есть вполне возможно, да, скоро да здравствует NLX в хорошем состоянии. Вот так вот. А вот вторая кучка, буквально 10 метров от первой. Ну, в общем, был где-то конец 2016 года. Ну, в Лазурном гуляла что-то осенью. С кем, Серега? Нет, с сталкером с Саней. И ломимся где-то на другом этаже, такий жорсткий рейх, типа рейс, либо ще якої-то хрені. Ну, може почулося, може ще що-то. Ну, звук цей опять ближче до нас, коротше, теж, гавкнуло. Так що, заходимо в кімнату, треба подивитися, що до чого, хто його знає. Ми з палкою заходимо туди-сюди, в кімнаті пусто. Ну і цей рик продовжується в цій самій кімнаті. Оказується, під стелажами маленький котенок. Тупо торчав собі це і все. Ну, якщо, я так зрозумів, що до нас його підкармлювали, пару днів. Ну, хоча казали, що там велика кошка була. Ну, ми теж підкормили і ушли. Ну, і, як було ще сказано, що через 2 дні його вивезли сюди з Прип'яті туристи. Туристы или сталкера? По-моему, кто-то з офіціала. Ну, короче... Смотрите в следующей серии. Увидели возле пристани, идем, такие думали, живая птица, высадились. Части кто-то есть.
Что или что? Что там случилось? Там в зеленке кто-то шел. Не знаю, передает видео или нет, но в целом вид этого коридора, ну, мега антуражный просто.